Всем привет! Сегодня у меня на обзоре октябрьский выпуск журнала Low Surprise, очень долгожданный для меня, поскольку мы не могли его найти долго в продаже, поэтому выпуск ролика задержался. Давайте же поскорее посмотрим с вами октябрьский выпуск. Вот такая вот у нас обложка, анонс здесь, анонс приветствия здесь. Познакомимся с вами поближе с главной персоной выпуска. Это у нас балерина Center Stage. Также изучим правила цветового кругосочетания, которые используют стилисты в одежде, в целом дизайнеры. Будут милые поделки, классная игра-ходилка. В этом выпуске она мне очень понравилась. Задание «Забавная математика» — это для девочек и мальчиков постарше. И милый психологический тест на тему «В чем секрет твоего обаяния?». На мой взгляд, очень мило. Вот, собственно говоря, у нас Center Stage. Она у нас состоит в танцевальном клубе, занимается балетом. Очень интересный факт, что у нее необычный питомец, такая вот сова. Ее младшая сестренка. Задание раскрасить ей платье. Очень мило. Здесь нужно найти фрагмент, подходящий к фото. В целом в этом выпуске журнала вообще много заданий для тех, кто любит именно раскрашивать. Вот это задание мне понравилось. Здесь в целом нужно определить количество предметов, значит, потом количество пар и написать, сколько башмачков, туфелек осталось без пары. Очень интересно. Также, опять же, креативное задание, связанное с рисованием. Нужно девочкам дорисовать прически. Ну вот Queen Bee очень популярный персонаж, на мой взгляд. Мы в целом знаем, какая у нее прическа. Остальных девочек я посмотрела в интернете, какие у них канонические прически. Вот она, рубрика цветового круга. Можно изучить различные стилистические приемы. Очень интересно. Далее у нас идет игра «Отсекаем лишнее». Отвечаем на вопросы. И в конце узнаем, о ком это задание, кто у нас пешком по городу прогуляется. Логический ряд и плюс здесь опять же креатив рисования. Нужно полностью по шаблону раскрасить куколку и дополнительно на свое усмотрение залить заколки для волос. Психологическое развлечение на тему узнать что-то интересное о себе. В развлекательных целях тоже очень полезно. Здесь простое задание от большого к маленькому или от маленького к большому. Тени. В этом выпуске они более маленькие. В том выпуске они были прям такие крупные, красочные. Я их оформила в альбом. Когда у нас альбом полностью закончится, я вам обязательно его покажу. Он будет с бумажными сюрпризами и с разными активностями из журналов, которые мы покупаем. Интересный лабиринт. В целом этот разворот посвящен у нас Хэллоуину. Ну, это главное событие октября. Питомцы. Нужно найти в этих рядах двух одинаковых. Тоже очень интересное задание. Шикарный постер. В целом концепция постеров в журналах Low Surprise мне очень нравится, что с одной стороны можно самим раскрасить девочек, и также имеется разворот, который уже оформленный. Наклейки. Их здесь много. 45 штук. Да, 45. В целом
Они очень красочные, красивые, и мне вообще показалось, что сами по себе они крупнее, чем в предыдущем выпуске. Их я также оформляю как бумажные пакетики-сюрпризы, группирую их по тематике. Но вот в прошлом журнале мне как-то было легче их скомпоновать. В этом пока у меня такие прям сомнения, потому что прям девочки все разные и как-то мало повторяющихся образов. Какие были у меня коллекции, сами конвертики мы сохранили, и я вам их тоже обязательно покажу. Подписка на журнал. Здесь у нас забавная математика, интересное задание. Здесь тоже нужно искать определенное повторение, зачеркивать. Задание на внимательность, логику. Очень полезно для детей. Шикарные такие прям развороты с поиском различий. Тем детям, которым это нравится, я думаю, прям очень большое значение уделяется этому прям в журнале Low Surprise, вообще в целом этой рубрике. И также она с дополнительной активностью, то есть находишь отличия и закрашиваешь звездочку. Поделки. Поделки в этом выпуске прям непроходные, прям классные. Мне очень понравились эти динозаврики, они такие милые. Я думаю, их обязательно сделаем. Задание по квадратикам. Насколько я знаю, сейчас дети и в школе такое делают, по квадратикам рисуют. И это актуально. Игра-ходилка. Вот мне она особенно понравилась. Непрерывная игра по кругу, активность в виде сбора шкатулок. Я думаю, данная игра будет просто шикарно смотреться в нашем блокнотике. По традиции игра для двух подружек. Очень нужная вещь в школе, на большой перемене, с подружкой. Сесть, поиграть и посмотреть, кто больше соберет свою шкатулочку красивых украшений. Пишем, сколько пальм, сколько кактусов. Танцы до упаду, это, я так понимаю, тоже что-то наподобие логического ряда. Раскраска, опять же таки. В этом выпуске прям очень много мы будем рисовать. И заключительная часть. Это вот такая вот вырезалка. Собачка прям просто классная. Еще и что она 3D. Где она тут у нас была? Она у нас была там в анонсе. То есть в 3D она вот так вот выглядеть будет. Милашная. В общем, вот такой вот у нас получился выпуск. Яркий, красочный, наполненный прям рисованием. Мне он очень понравился. Если он понравился вам, напишите, пожалуйста, комментарий, поставьте лайк этому видео. А если у вас нет такой возможности, например, вы смотрите с детского аккаунта, я благодарю вас за просмотр, я вас очень люблю. С вами была Вика Творчуня. Я желаю вам хорошего настроения. Пока, увидимся!